Пугают ли тебя так же, как и меня, большие ржавые конструкции, торчащие из воды? Угрюмые груды металла, торчащие то тут, то там. В полях, в лесах. Особенно жутко смотрятся громады, глубоко уходящие железными корнями под толщу воды. Историю про одно из таких творений человека я хочу сегодня рассказать. Неподалеку от берега маленького американского городка Рамс-Хорн возвышалась заброшенная нефтяная вышка. С отвесного скалистого берега, оббиваемого мощными волнами, была видна зловещая конструкция, возвышающаяся на фоне сливающегося с серым небом океана. Она была возведена здесь в незапамятные времена, с каждым годом превращаясь во все более уродливого ржавого монстра. Будучи маленьким ребенком, я часто спрашивал папу о нефтяной вышке, но каждый раз, отмахиваясь, он уходил от ответа, отводя взгляд. Вообще любые темы, связанные с морем, были табу для него. Конечно, напрямую он никогда об этом не говорил, но внутреннее чутье подсказывало мне лишний раз не дергать его расспросами. Шли годы, а интерес мой к местной достопримечательности постепенно снижался. Все шло своим чередом, я готовился к переезду в другой крупный город для поступления в колледж. И вот однажды, мрачным и дождливым апрельским вечером, готовясь к экзаменам в местной библиотеке, я задержался допоздна, потеряв счет времени. Все в городке друг друга знали, а туристы были в этих местах редкостью, поэтому двери никто никогда не закрывал. Уже потирая уставшие глаза и переводя взгляд на часы, я увидел, что время приближалось к часу ночи, а библиотекарь, старый мужчина лет 80, уже давно ушел домой. Неспешно расставив книги, с которыми работал, на свои места, я уже собирался погасить свет и пойти домой, когда на глаза мне попался корешок книги с надписью «Город Рамс-Хорн. Хроника событий. 1969 год». Не знаю, почему она привлекла меня. Возможно, меня смутило, что за долгие годы экземпляр совершенно не потерял своего первозданного вида. Возможно, потому что год, указанный на корешке, был последним в коллекции библиотеки. Возможно, потому что мне стало интересно, какие события происходили в год моего рождения в родном городке. Так или иначе, выспаться у меня в тот день не было ни единой возможности, поэтому я решил посидеть еще полчаса и полистать это издание. Включив маленькую настольную лампу за столиком, сев, я стал читать оглавление. Каково же было мое удивление, когда я наткнулся на статью с заголовком «Проклятие Рамс-Хорна. Лихорадка черного золота, погубившая десятки жизней». С замиранием сердца я открыл нужную страницу. В данном разделе хроники были представлены вырезки из всевозможных местных газет о происшествии, случившемся весной 1969 года. Вот одна из них. Страшный шторм, обрушившийся на северо-западное побережье США, оставил без крова больше 1000 семей. Информация о жертвах стихии носит обобщенный характер. Редакция Evening Town ждет подробностей от официальных источников власти. Однако уже сейчас известно о трагедии, случившейся на нефтяной вышке близ Рамс-Хорна. 23 сотрудника, работавших на скважине, оказались в ловушке стихии. Большинство из них были признаны пропавшими без вести, а поисковые работы, длившиеся более 3 суток, привели к неутешительным выводам. Лишь один человек, Майкл Джей Леви, рожденный 20 декабря 1941 года, был выброшен на берег и был признан официально мертвым. Приносим соболезнования редакции газеты Evening Town Post всем родственникам и знакомым. Мы следим за развитием событий. Я с ужасом захлопнул книгу и отодвинул ее подальше от себя. Холодный пот пробил меня. Если мой отец погиб 16 лет назад на нефтяной вышке, то кто же тогда тот человек, которого я считаю своим отцом? Колокольчик на двери библиотеки прервал мои хаотичные мысли, заставив в страхе встать со стула. «Джордж, наконец-то я тебя нашел. Пойдем скорее домой, сынок. Нельзя проводить столько времени за книгами». Я кивнул, выключил лампочку и на ватных ногах пошел в сторону двери. Когда мы уже выходили на улицу, я заметил, что мужчина бросил взгляд на книгу, которую я читал. И клянусь, я увидел недобрый блеск в его глазах. В эту ночь я, конечно, долго не мог уснуть. Закутавшись в одеяло, я то и дело поглядывал на закрытую дверь своей спальни в ожидании тени человека в просвете двери. Когда усталость все-таки победила, я провалился в короткий сон. Проснувшись, я увидел, что дверь в мою комнату приоткрыта, а на тумбочке лежит записка: «Уехал в город. Буду к вечеру».
«Папа». Наспех собравшись, я побежал по лужам, оставшимся от ночного ливня, в библиотеку. Старик за стойкой непонимающе посмотрел на меня, когда я стал рыскать глазами по полке в поисках книги «Город Рамсхорн». Хроника событий. Не обнаружив искомого, задал вопрос об издании библиотекарю, поправляя мокрые от пота волосы. Он засмеялся и ответил: «О, не переживай, Джо. Твой папа забрал ее утром. Сказал, что ты забыл ее вчера на столе. Обещал, что передаст ее тебе при первой возможности». Казалось, что сердце мое выскочит из груди. Я что-то пробормотал на прощание и вышел на улицу. Пройдя пару перекрестков, я вышел на край утеса. На фоне мрачного свинцового неба возвышалась заброшенная нефтяная вышка. Thank you.